прошлой серии «Бедной Насти». Призналась я только потому, что ты считаешь меня убийцей. Давеча в трактире жена ваша с мужиками плясала. Что? Мне нужны доказательства. И мы с вами обязаны отыскать пропавший перстень. Пламя колышется. Это значит, где-то рядом есть выход. Исправник увез его отца. Как? Произошла ошибка, Андрей должен ее исправить. Даже свадьбу придется отложить. Вы не мать. Вы чудовище. Лизонька, что-то потеряли? Потеряла? Нет. У меня украли одну вещь. Какой ужас! В доме завелись воры? Скорее, вор. В убогой хижине с тобой готовы жить. В убогой хижине с тобой готовы жить. В убогой хижине с тобой готовы жить. Все улицы обегал. Весь дом осмотрел. На чердаке был, в подвале. Нигде ее нет. Иди отсюда. Не мешай репетировать. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужно видеть Анну. По срочному делу. Анна пропала. Получила вчера письмо с отказом из театра. Оделась и ушла. С тех пор мы ее не видели. Так я и знал. Значит, вы ей ничего не объяснили? Воздух пробивается отсюда. Но там очень узко, вы не сможете выбраться через эту дыру. Я не смогу сидеть и ждать, когда нас обнаружат. Это, возможно, единственная надежда на спасение Константина. Мария, Александр, где вы? Костя, мы нашли выход. Я выберусь и приведу подмогу. Ты скоро вернешься? Как только Мария без запинки сможет произнести: на дворе трава, на траве дрова. Я тебя ненадолго отпускаю. Я слушаюсь, Ваше Высочество. Пообещай мне, что позаботишься о Марии. Ты единственный мужчина, кто сможет ее защитить. От дикого зверя? От дикого. Вот. Вот тебе и оружие. Возьми. С Константином мне ничего не страшно.
И оружие ни к чему. Жар усиливается. Да. Да-да, я должен идти. А может быть, это вовсе не выход, а ловушка? Все равно. Я должен попробовать выбраться. Мы будем вас ждать. Будьте осторожнее и берегите себя. И вы берегите друг друга. Но нам не так страшно, мы будем вдвоем. Мария, я восхищаюсь вами. Вам нужно идти. Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови, мое сердце сжигал и томил. Но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любил. Все-таки тебя люблю, душа моя. При имени твоем трепещет, печаль по-прежнему сжимает грудь мою. Я за тебя, Создателя, молю. Я за тебя, Создателя, молю. Ой, я напугала вас. Простите. Что вам угодно? Ничего. Просто я увидела вас со стороны и поняла, что с прекрасной юной особой что-то случилось. Нет, не пытайтесь обмануть меня. Я слишком много повидала в этой жизни. Расскажите, что с вами произошло? А я подумаю, как помочь вам. Не думала, что в столице есть люди, которых интересует чужая судьба. Вы недавно в Петербурге? Да, я приехала, чтобы стать актрисой, но директор императорских театров. Понятно. Вас не приняли, и вы решили, что жизнь кончена. Когда-то я прошла через это. Неужели у вас нет покровителя? Мне даже некуда идти. Не надо грустить, потому что вы уже встретились со мной. С вашей красотой в столице невозможно пропасть. Я ищу работу. Без дела, поверьте, не останетесь. Я могу петь, играть на рояле.
А можно попробовать учительницей или гувернанткой? С такими способностями идти в прислуги? Ну, плохо вы о себе думаете, голубушка. Я могу назвать с десяток влиятельных особ, которые могли бы вам помочь. Правда? Угу. Называйте меня мадам де Вуланж. Анна. Идемте. Куда? Туда, где прежде всего вы согреетесь и поедите. Немножко горячий, совсем капельку. Однажды в Дармштадт выпало много снега, и мы гуляли с друзьями на улице. Мы лепили из снега пирожные. Мы поливали снежок горячим шоколадом, и он очень быстро застывал. Было очень вкусно. Но потом заболело горло, а меня хотели наказать. Господи, помоги. Вода! Здесь много воды! Я тону! Наверх! Помоги мне! Конечно. Нас скоро спасут. Андрей Платоныч, отдайте то, что вам не принадлежит. Очередная фантазия? Не понимаю, о чем вы. Отдайте кольцо. Лизавета Петровна, в последнее время вы то подозреваете своих близких во всех смертных грехах, то сами пускаетесь плясать по каким-то грязным кабакам. Не ваше дело. Мне стыдно, Лизавета Петровна, что моя супруга ведет себя как легкомысленная женщина. Ну, вы уже пытались меня этим запугать. Я не пугаю. Лизавета Петровна, я всерьез сомневаюсь, что вы в здравом рассудке. Не наследственности всему причиной. Вы омерзительны. Говорят, в подобных случаях лучше доктор покой. Где-нибудь в монастыре или... Уверен, Андрею Петровичу пора об этом подумать. О, да вы бредите вслух, Андрей Платоныч. Позвольте полюбопытствовать, Марья Алексеевна Голубушка. С каких пор вы стали отличать бред от осмысленной речи? Маменька, к вам вернулся разум? Когда это я была не в своем уме? И вам я не голубушка. Что случилось? Боже мой, случилось чудо. Княгиня, наконец, снова со своим любимым семейством и в здравом рассудке. Ну, если вы к любимым причисляете и себя, то вы глубоко заблуждаетесь. Скоро вам укажут на дверь. Что ж, ради счастья видеть это долгожданное воссоединение святого семейства я готов на все. Жаль, что нежные супруги воссоединятся в тюрьме. Замолчите! Папеньку уже упекли за фальшивые деньги. Теперь и маменька последует туда же за убийство барона Корфа. Жаль, что не увижу этой пламенной встречи. Маменька? Если ты хочешь меня спросить о моем самочувствии, оно прекрасно как никогда. Ну, Забалуев прав, это больше похоже на чудо. На все воля Божья. Однако вместе с разумом к вам должна была вернуться и память. Вы должны вспомнить, как убили барона Корфа и стреляли в отца. Нет, не знаю, прошлое вспоминается очень туманно. Вероятно, я тогда была еще больна. Однако обман Забалуева вы помните. Хватит воспоминаний, Лиза.
Сейчас надо думать о будущем. И прежде всего о Петре Михайловиче, о твоем отце. Надо его освободить. Каким образом? Вот это мы с тобой и должны придумать. Это опять я. Ой, с возвращением. Меня отпустили. Пока никаких конкретных обвинений нет. Папенька! Любезная, подскажи-ка мне, на верном ли я пути? Молчание, знак согласия. Один и тот же человек убил Седова и изготовил фальшивые деньги. Я уверен в этом. Догадываюсь, о ком вы говорите, однако оба эти преступления до конца не раскрыты. Это дело времени. Одно я вижу совершенно отчетливо. Наташе необходимо вернуться в Петербург. Здесь оставаться опасно. Что я слышу? Вы говорите обо мне? Натали, Андрей хотел попросить тебя уехать в Петербург. Глупости, никуда я не поеду. Наташенька, я волнуюсь за тебя. В доме Забалуев от этого человека всего что угодно можно ожидать. Но у меня же есть кому защитить. И потом я еще недостаточно знакома с твоей семьей. В этом-то все и дело. Мне стыдно за то, что происходит в моей семье. Я удивлен, что ты сама не захотела уехать, узнав. Твои заботы – это и мои заботы. И давайте покончим на этом. О, все счастливое семейство в сборе. Даже глаз радуется. Что вам угодно? Немного, Андрей Петрович. 1 минуту аудиенции, антрну. Говорите, у меня нет секретов. Хотя бы правы. Дело, в общем-то, семейное, понятное и простое. О приданном жены моей Елизаветы Петровны. Выражайтесь яснее. Куда уж яснее. Поместье Корфов. Ах, поместье. Да-да, поместье, которым незаконно завладела ваша маменька, теперь вернулось настоящему владельцу. И мне кажется, что я обманут. Да-да. Князь в тюрьме. Княгиня не сегодня-завтра отправится туда же. Простите, я все понимаю. Я готов войти в ваше положение, Андрей Петрович. И даже согласен на некую денежную сумму в качестве компенсации. Я, право, теряюсь от вашей наглости, господин Забалуев. А вы отдайте деньги, и вам станет легче, Андрей Петрович. Неужели вы не понимаете, что сейчас все мысли Андрея заняты спасением отца? Или вы сознательно отвлекаете его? Как можно, Наталья Александровна, как можно? Может быть, вы заинтересованы, чтобы князь был осужден? Понятно? Тогда настоящий преступник сможет разгуливать на свободе.
Ах, как интересно. Настоящий преступник на свободе. Какая новая мысль. Продолжайте, продолжайте. И тогда эта мошенница явилась в театр на прослушивание вместо Анны. Мой помощник, господин Шишкин, просто выгнал ее. Я не мог. Меня не было тогда в театре. Видели бы вы, что было с Анной из-за отказа. Я представляю. Налей мне воды. Лишь бы она нашлась. Смотри, Полька, если с Анной что случится... Простите. Ничего. Я думаю, Владимир Иванович найдет, как тебя наказать. Воля ваша, но если бы вы только знали, Сергей Степанович, как я мечтаю стать актрисой. О, я слышу. Я слышал твои вопли в библиотеке. Я чуть с ума не сошел. Ну почему Анне можно, а мне нет? Потому что не всем Господь талант дает. Не всем. Понимаю. Но как страшно, когда есть мечта, да все понапрасну. Не надо мне помогать. Если бы у меня была хоть капелька того, что есть у Анны, я была бы самой счастливой на свете. На чужой беде счастье не построишь. А ты свои подлости должна прекратить. Прекратить! Но вы видите сцену каждый день, а я... Прочь, прочь! Мерзость! Погоди, старый пень. Может быть, Бог вас и обделил талантом, а меня вот нисколечки. Не знаю, как вас благодарить, мадам де Валанж. Благодарить будете, когда я устрою вам шикарную, безбедную жизнь. А пока располагайтесь. У вас прекрасный дом. Здесь часто бывают друзья моего покойного мужа. В основном высокопоставленные люди. Но когда они увидят здесь вас, их посещения станут более регулярными. Вы поможете мне развлекать их светской болтовней и пением? Все это похоже на какую-то прекрасную сказку с доброй феей. Сказка впереди, моя дорогая. Пока давайте вещи. Я пойду распоряжусь, чтобы принесли вам поесть. Вы наверняка голодны. Спасибо. Спрячь это. Беги к Аристарху Прохорычу, скажи ему, я жду его. Немедленно. Есть приятный сюрприз. Господи, помоги ему. Я ни о чем тебя не буду просить. Даже если мне придется вернуться домой, даже если Александр не будет смотреть в мою сторону, я не буду роптать, я все приму со смирением, только помоги ему, Господи. Не дай ему умереть, Господи. Ваше Высочество! Ваше Высочество! Что же это? Где же это? Она пошел! Папенька, какое счастье, что вы дома. Мне и самому здесь больше нравится. Петя. Значит, тебя больше ни в чем не обвиняют? Обвинений нет, но есть подозрения.
Здесь уж господин Забалуев постарался. Мне определили домашний арест. Но я думаю, следствие закончится через несколько дней. Ну, есть какая-то надежда, что тебя оправдают? Я дал им слово, что никто из членов нашей семьи отношения к фальшивым деньгам не имеет. Боюсь, для них этого мало. Но если они не поверят честному слову, тогда... В тюрьму? Но с гордо поднятой головой? Вот именно. Ой. Маша, ты ведь теперь рассуждаешь вполне здраво. Петруша, по-моему, я всегда была довольно здравомыслящей женщиной. Но ты прав, я действительно чувствую себя очень хорошо. Правда, не все могу вспомнить. Это чудо. Ну, господин Забалуев тоже так решил. Да пошел он к черту. Да, вот именно. Ну, только в одном Андрей Платонович прав. С маменьки еще не снято обвинение в убийстве барона. Ей придется предстать перед судом. Маша, я сделаю все, чтобы тебе помочь. Все. Я возобновлю свои прежние связи. Ну, каким образом, папенька, из тюрьмы? Я совершенно убежден. Дело с фальшивыми деньгами надумано. Я уверен. Ну, сплошные преступники вокруг. Да. Ах, теперь мы вместе. Теперь мы вместе. Ну, никакой черт нам не страшен, нет? Я даже знаю, как его зовут. Я тоже. Как господин Забалуев. Аннушка. Позвольте вам представить одного из друзей моего покойного мужа, граф Кейзерлинг, Аристарх Прохорович. Очень приятно. А мне кажется, что мы с вами уже встречались. Вы ведь воспитанница покойного барона Корфа. И ваше лицо мне знакомо. Я помню ваше пение, голос. Он до сих пор звучит в моих ушах. Вот и славно. Уже есть тема для разговора. Буду рад услышать вас снова. С удовольствием. Надеюсь, мне удалось угодить вашему взыскательному вкусу. Более чем. Господи, прости мне грехи мои. Не спешите каяться, граф, вы еще не согрешили. Грех уже близко. Я чувствую. Эта красота дорогого стоит, не правда ли? Плачу в 2 раза больше, чем обычно. А голос? Вы же сами им восхищались. Хорошо 3. Там есть и другие, пока еще скрытые достоинства. Поверьте мне. 4. И на этом остановимся. Приятно иметь дело с настоящими мужчинами. Но шампанское за ваш счет. Пойду распоряжусь. В вашем возрасте не о приданном, а о душе надо беспокоиться. Андрей Петрович, я не привык выслушивать оскорбления, тем более от особы женского пола. Дело в том, Андрей Платонович, что я абсолютно согласен с моей невестой. Мало того, вы занимаетесь гнусным вымогательством. Михаил Александрович, я не понимаю, что здесь происходит. Я только сказал о приданом, о законной собственности моей семьи. Не торопитесь, господин Забалуев. Вина Долгоруких не доказана, ведется следствие. Оно же установит виновного в убийстве цыгана. Я в этом уверен. Прекрасно, прекрасно. Я ведь тоже забочусь об истине, как будущий родственник. Мы все здесь одна семья. Обещаю вам, милейший господин Забалуев, как будущая родственница, что ноги вашей в моем доме не будет. Как знать, Наталья Александровна, как знать. Иногда я бываю очень хорошим собеседником. И ночи напролет могу рассказывать такие интересные истории. О моей компании
Забудьте навсегда. Ну что ж, сожалею, Андрей Петрович. Но меня удивляют манеры вашей невесты. А мне они чрезвычайно симпатичны. Прошу прощения. Неужели мы совладали с этим чудовищем? Да. Его обращение к будущим родственникам было забавным. Андрей, а что если нам забраться в дом к Забалуеву, да найти доказательства его вины? Даже если для этого придется перевернуть все вверх дном. Ты полагаешь, можно оставить без присмотра наш дом? Об этом не беспокойтесь, господа, я справлюсь. Даже если мне придется выставить его вон. О, я в этом не сомневаюсь. Пойдемте, князь. Знаете, ваша будущая семейная жизнь мне почему-то не кажется такой уж спокойной. Мне она видится счастливой. Мари! Слава Богу, помогите ему. Ой, совсем замерзли. Легкая лихорадка. Примите лекарство, и к утру жар спадет. Ничего опасного. Обычные ушибы. Кроме того, по всему телу синяки, ссадины, как у всех отчаянных мальчишек. Ох, и любите вы приключения, мой друг. Благодарить мы должны нашу спасительницу. Да? А где же принцесса? А теперь, когда мы вместе, живы и здоровы, надо подумать, как спасти семью. Однако, папенька, вам прежде всего надо сменить сюртук. От него за версту пахнет тюрьмой. Простите, я об этом не подумал. Наверное, уже привык. От таких привычек лучше избавляться сразу. Буду через минуту. Как Петя рад, что вернулся домой и как хочет восстановить мир в семье. Да, маменька. Хотелось бы, чтобы и ты была этому искренне рада. Но папеньки не было с нами год, и он не мог видеть некоторых ваших поступков. Лиза, нельзя быть такой злопамятной. Да, я, возможно, ошибалась в чем-то, но... Ваша болезнь и чудесное выздоровление – это тоже следы прошлых ошибок? Но не поздно еще все исправить. Например, твое замужество. А что потом? Тебе есть что-то необъяснимое. Иногда я просто тебя боюсь. Вероятно, это и есть твердый характер. Мне есть в кого быть твердой. Не знаю. В нашем роду все были нежные и кроткие. Это видно. Однако, маменька, вы не ответили на мой вопрос. А, потом. Ну, потом ты можешь делать все, что захочешь. Ты же у меня уже взрослая. Но я надеюсь, вы не впадете в очередное беспамятство и не откажетесь от своих слов. Иначе я попрошу Владимира запереть вас в тюремной камере.
А вот и первая зацепка. Что это за бумага? Вы не одолжите мне немного денег, Андрей Петрович? Как прикажете, князь. Весьма кстати. Так вот, в эту бумагу была завернута пачка ассигнаций. Благодарю за щедрость. Значит, рядом где-то должен быть тайник. Спасибо тебе, Господи. Я благодарю Господа за то, что Он спас Константина. А я думаю, это вы его спасли. Нет, я только молилась. Вам больно? Вы такой храбрый человек, Мария. Нет, вы преувеличиваете. И вы такая красивая. Вот с этим мне спорить не хочется. Я восхищаюсь вами. И искренне вас благодарю. Мне приятны ваши слова. Вы бы услышали сотни таких слов, если бы не покинули комнату Константина. Мне показалось, что я там никому не нужна. Вы нужны мне. Что и требовалось доказать? Судя по тайнику, здесь могли храниться миллионы. Наверняка все фальшивые. Каков подлец. Жаль, мы не нашли этот тайник раньше. Многих неприятностей можно было избежать. Вы были здесь раньше? Должен сознаться, Андрей. Я выполняю тайное поручение императора. Расследуется дело о взятках, и Забалуев главный подозреваемый. Есть доказательства? К сожалению, пока нет. Но он хитер, как лис. Но я уверен, его арест не за горами. Как быстро выросли дети. Совершенно взрослые. Да. И мы не молодеем. Я очень рад, что ты поправилась. Вместе мы горы свернем. Хочется верить. Прости меня, Маша. Прости. Я не нахожу себе места. Это моя измена, это такая подлость. Да и я довольно глупо хотела ее застрелить. Ну, слава богу, промахнулась. Ты представить себе не можешь, как я страдала. Верю. Что теперь с этой женщиной? Я не знаю, я не хочу о ней думать. Думаю, что никогда я ее уже больше не встречу.
Вот теперь я займусь этим мерзавцем Забалуевым. Все будет по-прежнему, Машенька. Меня давно так никто не называл. Я могу у вас остановиться? Есть несколько свободных комнат. Но плату мы берем вперед. Я похожа на нищую? Вы надолго? Посмотрим. Хочу увидеться со своим старым другом. Думаю, он тоже мечтает о встрече. Сейчас все будет приготовлено. Сойдет ли сон, и взор сомкнет ли мой? Мне снишься ты, мне снится наслаждение. Обман. Продолжайте, Аннушка. Что ж вы замолчали? Граф, вы мне мешаете? Мне кажется, эту ноту нужно играть вот так. Мне кажется, вы не расслышали. Если бы вы слышали, как поют мои внутренние струны, и виноваты в этом вы, проказница, предлагаю продолжить пение в одной из верхних комнат. В чем дело, баловница? Ах, мы решили поиграть в невинность. Как это я сразу не догадался? А вот это уже хамство. Я заплатил в4 больше обычного. Что? Заплатили? А вы как думали? Пойдемте-ка наверх и извольте отработать.